Сегодня стали известны подробности беспрецедентной операции ЦААля на территории Сирии 8 сентября 2024 года. ЦААль раскрывает, более 100 бойцов спецназа «Шальдак» совершили налет и уничтожили подземный объект по производству высокоточных ракет в ходе специальной операции ВВС в глубине Сирии. В течение многих лет разведывательное управление осуществляло непрерывный сбор разведданных и наблюдения, которые прояснили ценность цели. За несколько месяцев до операции был запущен план по его уничтожению с помощью ВВС. Бойцы высадились в этом районе с помощью вертолетов в сопровождении огневого отряда и группы беспилотников, истребителей и кораблей ВМФ. Целью рейда был подземный объект в глубине Сирии, построенный при финансовой поддержке Ирана. Этот объект был флагманским проектом Ирана, направленным на вооружение своих агентов на северной границе государства Израиль. В ходе операции силы добрались до критически важных машин для процесса производства высокоточных ракет, в том числе планетарного миксера, большого количества оружия и разведывательных документов, которые были переданы для расследования. Операция включала в себя параллельные этапы. Она началась с масштабного авиаудара, который, казалось бы, был похож на очередной рутинный авиаудар, который Израиль наносил десятки раз за последние годы. Целью атак было не дать сирийцам осознать, что сухопутные войска вот-вот высадятся в Масьяфи, а также перекрыть пути доступа в этот район, чтобы задержать подкрепления, которые сирийцы могли отправить в этот район. ВВС заранее создали огненный удар еще до того, как десант высадился на землю. Также шла подготовка к тому, что российские войска в Сирии, дислоцированные вблизи Масьяфа, попытаются сорвать операцию. В операции приняли участие около 70 самолетов, в том числе истребители, транспортные самолеты, вертолеты и беспилотники. На цели было сброшено около 50 бомб. Отряд «Шальдак» насчитывал около 100 бойцов, и он был в центре операции. Вместе с ним на сирийскую территорию прибыли еще 20 бойцов отряда 669. Первый отряд был около 50 бойцов. Их роль заключалась в том, чтобы изолировать пространство и нейтрализовать угрозы в этом районе, тем самым позволив высадиться второму отряду, который должен был ворваться в сам объект и взорвать его. Вплоть до 7 минут до высадки первого десанта ВВС продолжали атаковать этот район с целью нейтрализации угроз. «Мы видели взрывы с воздуха, когда находились над горами по пути на посадку», рассказал один из командиров, участвовавших в операции. Охраны на объекте было не слишком много, около 30 охранников сирийской армии, находившихся на нескольких постах охраны, машина с пулеметом, стоявшая на контрольном пункте, и дежурный отряд. Изолирующие силы, высадившиеся первыми, заняли доминирующую точку в этом районе. Силы задействовали дроны, которые также обеспечили контроль над пространством и выявление любой потенциальной угрозы или сирийского подкрепления, которое может быть. Второй отряд, рейдерский, приземлился на другом пандусе и должен был быстро бежать на расстояние около 700 метров от пандуса до дверей подземной площадки. «Мы все делали на бегу, мы понимали, что надо действовать быстро, потому что времени мало», рассказал один из командующих войсками. По оценкам разведки, примерно за 2,5 часа целая сирийская дивизия будет уничтожена, сказал один из командующих войсками. На место могли прибыть сотни боевиков, поэтому время, отведенное нам на пребывание на земле, составляло максимум 2,5 часа. Первое испытание, стоящее перед силами, запертые двери. Иранский объект находился в ночном режиме, в эти часы он не работал. У него были 3 тяжелые двери, все они были заперты и заблокированы, и их приходилось взламывать. Бойцы подготовились к этому заранее и начали хакерские операции. В то же время на взлетно-посадочной полосе приземлилась третья сила – диверсионная группа. Эта сила привезла взрывчатку и тяжелое оружие, поэтому на это ушло больше времени. Задача была, пока не прибудет отряд саперов, рейдеры должны были сломать двери, чтобы сразу войти и начать работать. За 45-50 минут после приземления войска взломали двери и вошли в подземный комплекс через люк номер 3. Часы отсчитывали время, для работы осталось менее 2 часов. Войска вошли и начали быстрый обыск всего комплекса. Людей внутри не было, вошедшие бойцы прошли по производственному коридору ракет из комнаты в комнату и начали саперные операции, устанавливали на каждый станок нужный заряд и нужного размера. И прежде всего, в первую очередь, искали планетарные смесители, самый критический элемент для разрушения. 3 смесителя были обнаружены в комнатах B4, B5 и B6 в центре комплекса. Чтобы открыть другие места объекта, бойцы использовали вилочные погрузчики, находившиеся внутри объекта. Это был не импровизированный момент, разведка заранее знала, что внутри находятся вилочные погрузчики,
с помощью которых можно взломать двери изнутри. В рамках подготовки к операции часть бойцов была направлена на обучение управлению вилочным погрузчиком. «Я чувствовал себя как дома», – сказал позже один из бойцов офицеру разведки, руководившему операцией. «Как вы мне и говорили, я знал, как это место выглядело, где были станки и куда заложить бомбу». Тем временем саперные силы продолжали минировать комплекс. В каждой комнате был размещен необходимый заряд взрывчатки. «Мы все делали на ходу», – сказал один из командиров. По пути бойцы также собрали разведывательный материал, что подтвердило то, что уже было известно Израилю. Этот объект находился накануне начала промышленного производства баллистических ракет. После завершения операции по минированию непосредственно перед отходом было несколько действий, которые необходимо выполнить в первую очередь. Убедиться, что все бойцы присутствуют, и не забыть никого. И не менее важно убедиться, что вся схема подрыва в порядке, чтобы в конце концов все действительно взорвалось. Войска отошли на необходимое безопасное расстояние, и сапер отряда С нажал кнопку. Пока бойцы еще находились на земле. Взорвалась почти тонна взрывчатки. Мы видели взрыв своими глазами. Мы ощущали его как небольшое землетрясение, сказал один из командиров. Бойцы побежали обратно к ожидавшим их на земле с вертолетом и улетели. Через 1,5 часа они были уже на израильской территории. Примерно через час после того, как силы покинули это место, к месту прибыло подкрепление из сотен бойцов сирийской армии. Они уже были в пути, и это дает понять, насколько опасной была операция.